Праздник всегда начинается с улыбок. Академия готовится к новому солнечному фестивалю. Загадки, игры, свет, ощущение беззаботности. Но в этот раз атмосфера ощущается иначе. Слишком идеально, слишком подготовлено. Потому что где-то среди студентов уже скрывается чужая воля. Фракцидус начинает свою игру. И для них это действительно игра. Лохай-Рой становится полем эксперимента, а люди – фигурами, которые могут двигаться. Единственное, что выбивается из их сценария – это ровер. Сначала все кажется безобидным. Загадки, испытания, интеллектуальные игры. Но за этим скрывается нечто большее. Ровер узнает о темной стороне. Соноросфере, созданной из эмоций студентов. Место, где мысли обретают форму, где тревога становится пространством, где страх – это не чувство, а реальность. Это отражение Академии, но не ее фасад, а ее внутреннего напряжения. И это отражение начинает выходить из-под контроля. Ровер впервые входит внутрь. Он попадает в мир, который не подчиняется логике. Фрагменты реальности дрейфуют в пустоте, объекты теряют смысл, а люди застревают. Он встречает отражение студентов, каждый из них застывшие моменты сомнения. Они повторяют одно и то же. Я недостаточно хорош, я не справлюсь, я уже проиграл. И среди этого звучит голос. Он не кричит, он убеждает. Предлагает простое решение. Остаться, перестать бороться, отпустить. И именно здесь Ровер встречает ее. Сигрику. Идеальная студентка, гений, будущий символ Академии. Она улыбается, она спокойна. Она не выглядит сломленной, и именно это настораживает. В реальности все становится понятнее. Сигрика, та, на кого равняются, она помогает всем, решает чужие проблемы, берет на себя больше, чем может выдержать один человек. И при этом никогда не жалуется, потому что не имеет права, потому что от нее ожидают идеальности. Фестиваль продолжается. Загадки становятся сложнее. Путь превращается в цепочку символов, скрытых рун и решений, которые нужно чувствовать, а не просто понимать. Сигрика проходит их безупречно, но темная сторона уже реагирует на нее иначе. Голос становится ближе, персональнее, точнее. И в какой-то момент давление становится невыносимым. Появляются отражения. Не случайные, а те, кто для нее важен. Мать, друзья, люди, чье мнение имеет значение. Они не кричат, они делают только хуже. Они ожидают, и каждое ожидание это вес. Сигрика начинает ломаться. Ошибка происходит всего один раз, но этого достаточно. Голос объявляет ее проигравшей, выход закрыт, и из ее страха рождается нечто реальное. Тассет раздора, существо, питающееся ее сомнениями. И тогда правда начинает проявляться. Фракцидусы не создали эту проблему, они лишь нашли ее. Сигрика не случайная жертва, она идеальный сосуд для давления. Потому что чем выше ожидание, тем глубже падение. Ситуация выходит за пределы личной драмы. Студенты начинают массово застревать в темной стороне. Фестиваль превращается в кризис. И Сигрика делает выбор. Не ради доказательства, не ради репутации, а потому что она может помочь. Глубже в соноросфере ее ждет истина, ее двойник. Не иллюзия, а концентрат всего, что она скрывала. И он говорит прямо: все это ты. Голос, загадки, монстры. Не враг, а отражение. Это ломает ее, потому что невозможно победить то, чем ты являешься. Но именно здесь появляется понимание. Страх не исчезнет, но он не обязан управлять тобой. Она может идти дальше, даже если не уверена. Финальная загадка приводит ее в самое личное место, собственную комнату. Точку, где все началось. Там ее ждет худший сценарий. Мир, где она подвела всех. Где ее боятся, где ее винят, где ее отвергают. Каждый страх становится реальностью. И именно здесь она делает то, что делала раньше. Она не убегает, она не пытается стать идеальной. Она признает: мне страшно, мне тяжело, но это не остановит меня.
И в этот момент все меняется. Финальная битва это не просто сражение, это акт выбора. Сигрика больше не действует из страха, она действует из желания и побеждает. После этого приходит осознание. Ответ на загадку был не в победе и не в совершенстве, а в людях, в смехе, в связи, в том, что никто не обязан нести все в одиночку. Кажется, что все закончено, но это только первая часть, потому что проблема глубже и у нее есть настоящий источник. Люцила начинает расследование, и ключом оказывается странное существо – кролик. Он не просто часть темной стороны, он механизм. Его атака не физическая, он делает другое. Он становится тобой и начинает говорить то, что ты боишься услышать. Через воспоминания жертв Люцила узнает. Он ломает людей не силой, а сомнением. Он предлагает им сдаться, и многие соглашаются. Появляется закономерность. Цели не случайны. Все они связаны с форте памяти. И значит, следующая цель сама Люцила. Она принимает решение стать приманкой и входит в темную сторону. Там ее встречает не бой, а кинотеатр. На экране ее жизнь, но искаженная, показана так, чтобы разрушить ее личность. Ее слабость не страх провала, а потеря себя. Она слишком долго жила чужими воспоминаниями, слишком глубоко погружалась в чужие жизни. И теперь граница стерта. Враг задает вопрос: если ты не знаешь, кто ты, как ты можешь быть лидером? Но Люцила не ломается. Она уже проходила через это и знает, личность это не фиксированная точка, это выбор. Когда давление не работает, начинается преследование. Кролик копирует ее, повторяет, искажает. И в этот момент Фракцидус раскрывает свою карту. Это не просто атака, это эксперимент. Они изучают, насколько можно сломать человека, используя его же разум. История расширяется. Становится ясно, темная сторона – это инструмент. И то, что происходит в Академии, лишь часть большого плана. Прошлое возвращается. Старые эксперименты, старые ошибки, старые жертвы. И, возможно, сам Ровер тоже часть этой цепочки. Но главный вывод уже сделан. И если первая часть была о страхе не соответствовать, то вторая о страхе исчезнуть. Потерять себя, раствориться. И в обоих случаях ответ один. Не бороться со страхом, а признать его и идти дальше. Потому что настоящая опасность не враг, а момент, когда ты сам начинаешь верить, что не способен что-то сделать. И именно это Фракцидус пытается доказать снова и снова. Но теперь у них есть проблема, Ровер, и те, кто уже научился противостоять ихнему влиянию. Этот сюжет не просто продолжение кризиса, это точка, где начинают проявляться более глубокие слои истории. О Люциле. Она не просто лидер Академии, она резонатор с форте памяти, способная считывать воспоминания через объекты. Ее сила это одновременно и уязвимость. Она рискует потерять себя среди чужих воспоминаний. В прошлом она уже пережила потерю собственной идентичности и смогла восстановиться. Ахиюки. Это не второстепенный персонаж, она напрямую связана с защитой Академии и управлением информацией. Вероятно, она также является резонатором памяти. Она сыграла ключевую роль в прошлом Люцилы и помогает ей вернуться к себе. Также она помогает в поиске информации о Эймис.